Доброе утро, очень раннее утро. Сейчас вообще даже не знаю сколько, 5 с чем-то утра. Очень странно, но я не нахожусь в лесу. Я нахожусь в начале одной улицы. Наверное, я сначала стартану, а потом уже по дороге объясню, что и как. Улица Алба Юлия, начало моего маршрута. Конечная, здесь троллейбусы. Вот там заправка. В это время я думал, что будет народу меньше, но оказывается нет. Я стартую. Тут у нас конечная. Здесь разворачивается 22-й троллейбус, 3-й и пока что 21-й. Люди живут прямо вот возле этого оживленного куска землицы. С левой стороны улица, по которой я иду и по которой лежит мой маршрут сегодня. Итак, на сегодня у меня запланирован один маршрут по городу Кишинев, по столице Молдавии. Давно я планировал, давно хотел это сделать, пройти всю нашу столицу от одного конца до другого. Вызвано это простым желанием это сделать. То есть нету ничего такого из ряда вон выходящее в основании этого дела. Воскресенье сегодня 25 августа походу. Я уже шурую. Данные, которые мне нужны, я уже их записал. Вышел на маршрут. Наверное, минут 10 буду ходить в темп. И вперед. На противоположной стороне дороги тут начинается рынок, который называется Дельфин. Это один из очень популярных рынков на Буйканы. Это район города такой, Буйкан у нас. Находится он на улице Алба Юлия. Очень длинная улица у нас. Сегодня, кстати, у меня задача измерить ее шагом. Есть специальное приложение в телефоне. Хочу ее проверить, потому что по карте эта улица имеет длину около 3 километров. И я хочу ее шагом измерить, заодно и программу проверю. Годится ли она для таких дел или нет. Первая развилка на нашем пути. И, пожалуй, это самая крупная развилка в этом районе. Если подниматься снизу вверх, тут, получается, начинается Деляну, улица Деляну. И она уходит туда, вниз. Наш путь лежит прямо. Светофоры, кстати, в 6 часов утра у нас уже работают, по крайней мере, на этой развилке. Центральный офис одной из очень популярных сетей мобильной связи у нас тоже находится на Буйкане. Вот это красивое, частично отреставрированное здание. Когда-то тут производились телевизоры Альфа. Это завод Альфа у нас в Кишиневе здесь. Теперь практически все его помещения, естественно, снимаются частными какими-то там производителями. Фитнес-центры, торговые центры разные. И, может быть, мелкими какими-то частниками, предпринимателями. Около 15 минут хода. И мы пересекаем свою первую развилочку. Развилку, перекресток. Это улица Унисифоргибу. Перпендикулярно пересекается с улицей, мы на зеленом, с улицей Алба Юлия. А мы бодрым, веселым, боевым шагом следуем дальше по маршруту. Вот, отсюда вид получше. А то мы все по тротуару, деревья до кустарники, ничего не видно. Кстати, уже подходим к другому перекрестку. Это у нас улица Сучевица. Тоже перпендикулярно пересекается. Пару лет назад начали устанавливать на перекрестках вот такие указатели, где указывается название улиц. Это очень верный шаг от наших властей. После того, как эти знаки были установлены, для некоторых водителей и даже пешеходов нахождение нужной точки облегчилось в разы. Сейчас будем пересекать опять перекресток под названием улица Парис. Тоже перпендикулярно пересекается с Алба Юлией. Да, не удивляйтесь, у нас много
улиц носят названия известных столиц мира. И мы подходим, вот тут круг интересный. Тут раньше разворачивался 21-й троллейбус и 15-й. Прямо посередине улицы. Вот такой круг интересный. 22-й ездил дальше, на конечный, откуда мы начали свой маршрут. Уже много лет тут уже никто не разворачивается. Мы около 20 минут в пути. Улицу Ион-Пелеван прошли, я что-то как-то забыл о ней говорить. Мы перешли дорогу на ту сторону, тут интереснее. Аллея вот такая красивая. По ней я шурую. Кстати, мне осталось там минуты 2 или 3 ходьбы до одного ключевого места в моем списке сегодня. Ключевое место. Круг. Тут, пожалуй, улица Алба Юлия заканчивается. И начинаются несколько других. В том числе улица Ион Крянга, которая вот туда налево сворачивает. И мы по ней пойдем. Я отметил, короче, все, что мне нужно в своем блокноте. Странно, по программе мне показывает 2,5 километра. Сверху донизу по карте это мне показывало 3 километра ровно. Да. Странно, кто врет. Либо карта, либо вот эта программка. Солнце выходит, красное, большое. Это мой злейший враг на сегодня, потому что я без головного убора буду. Это будет жесть. Я начал спускаться уже по Ион Крянга. Улица у нас такая есть. На противоположной стороне дороги, с правой стороны, я бы сказал, не второй, а первый известный рынок на Буйканах. Это Флакера. Или сейчас этот рынок называется Пьяцца Негусторий. Но раньше назывался Флакера, так как вон там выше был кинотеатр у нас, который назывался Флакера. Вот от этого кинотеатра у нас и место, весь пятачок, этот пятачок земли так называется сейчас. Очень известное место вообще-то в Кишиневе. Цветы. В этом районе на Флакера цветы, будки, киоски с цветами работают круглосуточно. Так что в любое время дня и ночи, при любой погоде, можете подойти купить цветы живые для своих дам. Тут голуби завтракают. А мы по недавно проложенному тротуару спускаемся вниз. Приближаемся к перекрестку с улицей Белинский. Тут интересное место, потому что можно залазить вот на этот бетонный бордюрчик и тоже пройти эту дистанцию, при этом находясь на определенной высоте от земли и смотреть людям в макушку, которые проходят снизу. Светофор, перекресток с улицей Белинский. На этом перекрестке самые ленивые и сонные светофоры. Они включаются около 7 часов утра, если я не ошибаюсь. Мы чуть нарушили. Прошли не в положенном месте дорогу, но мы убедились на 100%, что для нас это безопасно. Это улица Кока, кстати, мы ее сейчас пересекаем. Перешли дорогу по правую сторону снова, потому что я не могу вам не рассказать про один из наших парков. Вот за забором находится этот прекрасный парк. Зовут его Дендрариум. Находится он на Буйканах, чуть выше пединститута. Очень известный парк. Вход туда платный. Очень много лет назад, когда я последний раз тут был, вход стоил около 5 наших молдавских лей. Раньше вообще вход стоил 50 копеек. Потом очень резко подорожал до 2 лей, и потом аж вообще до 5. Сейчас сколько стоит вход, я не знаю. Тут проводится очень много мероприятий, всякие концерты иногда бывают. Вот походу даже сейчас устанавливают сцену для какого-то там мероприятия. Очень много свадеб тут тоже проходят. Ну как проходят? Фотосессии в основном здесь. Наш педагогический государственный институт. Тут наше будущее, потому что здесь учатся люди, которые будут передавать знания, наши знания с вами, нашим детям.
Так что спасибо. Доброе утро. Мы только что свернули направо, и тут начинается одна из самых длинных, нет, я обманул, одна из самых длинных из моего маршрута, вот, так будет лучше. Самая центральная улица, самая известная улица в Молдавии, потому что улиц с таким названием практически в каждом городе есть. И что самое интересное, во всех городах улица с таким названием, это самая центральная улица. Называется оно у нас Штефан Чел Мари. Вот, я отметил то, что мне нужно. И нас ждет не совсем крутой подъем в гору. Про это здание я вам ничего не могу сказать, так как я внутри ни разу не был. Мне очень стыдно, несмотря на то, что центральная улица, у нас есть вот такие здания. Странно будет звучать, но мне нравится это место, хотя я сюда ни разу не был. Тут, ребята, площадка есть. Тут ребята молодые скейтбордингом занимаются. А мы продолжаем. 2 минуты спустя мы проходим мимо одного из корпусов медицинского государственного университета нашего. Корпусов, походу, вон там еще один, может быть даже 2, может быть даже 3, я толком и не знаю. Здесь учатся наши будущие хирурги, анестезиологи, которые будут спасать наши жизни. Вы нам очень нужны будете. Кстати, подходим к перекрестку с улицей Михай Витязу. Вот. Она тоже пересекается перпендикулярно. Кстати, первый перекресток пересекается перпендикулярно с центральной улицы города Штефан Чел Мари. А мы держим путь вперед. Тут с правой стороны посольство Российской Федерации. Я снимаю отсюда, потому что дальше стоит охрана ФИЗ. Наши доблестные солдаты охраняют. Не знаю, если можно снимать здесь. Надеюсь, мне камеру не отберут. Центральные ворота, скорее всего. Очень интересное здание позади нас, мы только что ее прошли. Очень шумно что-то записывает, я не знаю, как быть со звуком. Несмотря на хороший микрофон на камере, сложновато это все. Прикиньте, в этом здании кто-то жил когда-то, герцог какой-то. Я его не знаю, и мне за это очень стыдно. Самые главные здания в нашей стране. С правой стороны парламент. Ближе мы, наверное, не подойдем. Тем временем мы уже подошли к парку Штефана Чел Мари. Если бы было бы не так шумно, я бы еще рассказал что-то об этом парке. Но может быть как-то в другой раз, что ли. Мы шагнули на площадь Национального Великого Собрания. Очень шумно здесь. Даже не знаю, блин. Я рассчитывал, что будет потише. Хоть что-то смогу об этом сказать, но...
стороне дороги самый известный торговый центр, скорее всего, в стране. Универмаг. Перекресток улицы Штефана Чалмари и Измаил. Там универмаг. Мы через подземку переходим на ту сторону. Здесь этот пятачок земли, снизу подземка. Тоже одна из самых крупных, кстати. И как бывает в нашем городе, практически все подземки несут коммерческий характер. Здесь то же самое. Правда, сейчас пока что никто не работает. Нам прямо. Только что мы прошли другой заключительный участок моего маршрута. Я сделал там заметки, которые мне нужны сейчас. Кстати, самая улица длинная по моему маршруту сегодня закончилась. Только что у гостиницы Кишинев, очень известная, кстати, была раньше у нас. Теперь я спускаюсь по улице Негруцы вниз. Кому нужно зубы делать, кстати, тут можно. Вот, там будет другой круг через ЖД вокзал. Тут мы, кстати, через подземку, которую пришли, где нету торговых точек, могли взять направо. Но один мой товарищ говорит: спускайся вниз, там покажи людям, где у нас ЖД вокзал. Там еще другой торговый центр, очень известный. Поэтому было принято решение следовать именно этому маршруту. Другой интересный развлекательный торговый центр. Тут круг. Долгое время он не являлся главным. Надо было по светофорам ездить. Сейчас уже не знаю, не помню. Мы сворачиваем тут направо, в сторону ЖД вокзала. Кстати, нахожусь в пути около часа и 30 минут. И по этой программе пройдено около 7,5 километров. Хотя я что-то не верю. Посмотрим в конце. По левую сторону у нас Кишиневский железнодорожный вокзал. Мы проходим мимо него. Дальше, пожалуй, начинается часть маршрута, которую я практически не знаю. Вон там, откуда машины выезжают, скорее всего, начинается самая длинная улица в Кишиневе, если даже не в Молдавии. Улица Мунчешт. Она выезжает далеко за пределами города, но нам надо вон туда, вперед и направо. Этот мост на самом деле дорога. Вот там начинается, заворачивает и идет прямо в парковку торгового центра по имени Джамбо. Пишется он Жумбо, но многие его называют Джамбо. В том числе и я его так называю. Мы на середине подъема. С правой стороны у нас тут начинается, не знаю, если он самый крупный, парк Валя Трандафирилор, походу. Вот. Тут 3 озера. Люди ходят, отдыхают, гуляют здесь. Этот район я практически не знаю. Здесь можно по пальцам посчитать, сколько я бывал за всю свою жизнь. Пожалуй, самая тихая минута за весь маршрут. И я, кстати, забыл сказать, что мы уже некоторое время торжественно маршируем по улице Дечебал. Двигаемся в сторону проспекта Дача. Вот. Дечебал — это у нас был правитель, ну как у нас? Он давно жил, примерно около 100-го года нашей эры. Пару раз давал крендюлей римлянам. Вот в его честь названа эта улица. Мы находимся около 2 часов пути по ходу. Я даже не смотрю. Продолжаем. Даже не успел устать, что ли. Пока нормально все. Памятник Сергея Лазо.
Жил он мало на этом свете, так как его сожгли. Сергей Лазо, пару слов. Мне очень впечатлила его судьба, потому что в конце его жизни его убили. Короче, он боролся за утверждение советской власти в Сибири. В подробностях не будем выдаваться. Короче, его там японцы поймали. Непонятно, что делали японцы в Сибири, там Владивосток, Дальний Восток. И его, по некоторым данным, сожгли заживо в топку паровоза. По другим данным, но это как легенда про него. По другим данным, его сначала застрелили, а потом кинули в топку. И третья версия, его просто застрелили, потом сожгли. Ни в какую топку, а просто сожгли его тело. Это случилось, если я не ошибаюсь, в 1920 году. Хотя могу ошибаться. Вот такая нелегкая судьба. Тут, дорогие мои, заканчивается улица Дечебал. И мы со всей дури будем сейчас втыкаться в бок проспекта Дача. Нам надо дорогу перейти. Перешли улицу дальше наверх. Улица Дечебал превращается в улица Троян, если я не ошибаюсь здесь. Это дача. И мы вон там, по идее, должны перейти дорогу по правую сторону. И отсюда у нас получается финишная прямая до ворот города. Или по этой стороне идти, я толком не решил. Но, скорее всего, чтобы не терять время, я продолжу тут, а потом по возможности перейду дорогу на ту сторону. Как мне кажется, можно было смело остаться на той стороне дороги. Я все-таки перешел. Там более или менее тенек, а тут палящее солнце. Но ничего, я думаю, для нас это не помеха, я так думаю. Добрался тенек и на нашей улице. Лепота. Ходить одно удовольствие. Тут прохладно. Там палящее солнце на дороге. Температура поднимается уже. На часы не смотрю. Километраж пока не проверяю. Просто иду. Там у нас стадион Зимбру. Нет-нет, да. Люди там собираются иногда. Футбол играют. Бывает иногда и выигрывают. Только что пересекли улицу Индепенденции. Мы идем оттуда. Пересекли ее тут на светофоре. Продолжаем движение дальше. Нам буквально чуть-чуть осталось дошагать. Тут недалеко наши товарищи живут. Им большой привет. Да, я думал, они дальше, но оказывается нет. Здание справа. Такое же здание слева. Если посмотреть сверху, это все выглядит как подкова. Или как полумесяц, которого посередине есть проход. Можно зайти в город. Это место называется Ворота города. Очень красивое место. Я не знаю, если это самые высокие здания в нашем городе. Тут за 20 этажей, там 24, не помню сколько. Но место красивое. Вон оттуда, я представляю, какой вид открывается в сторону улицы Дача. Нам еще пройти до запланированной цели, нам пройти еще пару десятков метров до перекрестка. Там официально наш маршрут заканчивается. Вот приближаемся до нашего конечного маршрута. Наверное, пусть будет столб. По карте я тут поставил метку, на этом перекрестке. Все. Бум. Стоп, время. Ну что ж, дамы и господа, наш маршрут окончен на сегодня. Я прошел расстояние 11 километров там с копейками, хотя это показание по вот этой вот приложению в телефоне. По карте этот маршрут показывает около 14 километров. Я прошел это расстояние за 2 часа и 20 минут, хотя можно там торговаться, минут 10-15 списать на то, что я ждал светофоры, там останавливался, снимал всякие кадры, но мы этого делать не будем. У нас будет общее время 2 часа 20 минут по этому маршруту, и
два километража. Один километраж по показанию 11 километров с копейками, второй по карте около 14. Сколько на самом деле, я не знаю. Я все-таки не верю этому приложению. Скорее всего, оно там как-то с погрешностями считает. Вот. Маршрут проходил так, как я хотел, только не совсем так, как я хотел. Вот такой каламбур. Я хотел больше времени уделить нашим местным достопримечательностям, может быть, что-то интересное про них рассказать, но из-за шума это было невозможно сделать. Но не будем мы горевать по этому поводу, потому что сегодняшний выпуск посвящен прохождению маршрута от А до Я. Кстати, этот плейлист я планирую с 2016 года. От и до пешком называется. Очень интересный факт. Я все это расстояние прошел без единого глотка воды. У меня с собой вода была, пол-литра, но я до сих пор ни одного глотка не сделал. Вот такой интересный показатель. Кто так может? Маршрут не самый длинный, который можно по городу пройти. Но, если честно, я думал, что наш город как бы больше. Но никак не 11 или там 14 километров от одного конца до другого. Итак, мне маршрут понравился, я его прошел быстро по моим показателям. Я думал, что прохождение этого маршрута будет дольше по времени. Хотел рассказать больше, рассказал так, как получилось. Вот, не совсем так, как я планировал, но все-таки. Всем желаю удачи, всего доброго.